Всем большой привет! Меня зовут Аля Фрэнсис и добро пожаловать на мой канал. Представляю вашему вниманию мастер-класс по созданию моей авторской сумочки Melanie размером 33 на 29 сантиметров. А прежде чем продолжить просмотр, поставьте лайк на видео, я ведь очень стараюсь. Обратите внимание, полосы горчичного цвета вы можете провязывать сразу при вязании стеночек. Я же их буду выполнять отдельно, для создания дополнительного объема. Для создания нам потребуется крючок номер 4 и номер 6, 8 маркеров, пластиковая игла, трикотажная пряжа необходим 1 моток в цвете горчицы, 2 мотка в цвете оливка. Также нам с вами потребуется фурнитура фрикетс из натуральной кожи в цвете персик, донышко с ножками размером 23 на 10 сантиметров, клапан с магнитом и петлей. Приобрести качественную кожаную фурнитуру и трикотажную пряжу с дополнительной скидкой 5% на весь заказ, перейдя по ссылочке под видео. Начинаем вязание с обвязки донышка крючком номер 4 цветом оливка. Если вы вяжете по моим мастер-классам или используете их как основу, обязательно указывайте активную ссылку на меня. Вводим крючок в отверстие, оставляя хвостик, захватываем нить, вытягиваем ее. Хвостик отпускаем, вводим крючок в следующее отверстие, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее и провязываем через петлю на крючке. Вводим крючок в следующее отверстие, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее и провязываем через петлю на крючке. В следующее отверстие захватываем рабочую нить, вытягиваем ее и провязываем через петлю на крючке. В следующее отверстие захватываем, вытягиваем через петлю на крючке. Самостоятельно продолжаем обвязку. Завершаем. Обрезаем нить, полностью вытягиваем петлю, вводим крючок под 2 петли начала обвязки, захватываем нить, вытягиваем ее, затем с изнаночной стороны раскалываем косичку. Захватываем нить, вытягиваем ее на изнаночную сторону. С изнаночной стороны завязываем и обрезаем хвостики. Теперь нам необходимо обвязать донышко столбиками без накида, удваивая и утраивая отверстия согласно схеме. Вводим крючок в отверстие, оставляя хвостик, захватываем нить, вытягиваем ее. И провязываем полустолбик. В это же отверстие нам необходимо провязать еще один столбик без накида согласно схеме. Пряча хвостик, вводим крючок в следующее отверстие и провязываем столбик без накида. Следующее мы утраиваем, то есть провязываем 3 столбика без накида в одно отверстие. Самостоятельно продолжаем согласно схеме. Завершаем обвязку, меняем крючок на номер 6, вытягиваем петлю, с изнаночной стороны вводим крючок под 2 петли начала ряда, захватываем петлю, вытягиваем ее, рабочую нить располагаем под петлей, вводим крючок за заднюю стенку косички, захватываем петлю, вытягиваем ее
и провязываем полустолбик. Первый ряд. Вводим крючок за заднюю стенку косички, захватываем нить, вытягиваем ее и провязываем столбик без накида. За заднюю стенку столбик без накида. За заднюю стенку столбик без накида. Самостоятельно провязываем столбиками без накида за заднюю стенку до конца ряда. Завершаем ряд. Задаем форму стеночек. Вытягиваем петлю. С изнаночной стороны вводим крючок под 2 петли начала ряда. Захватываем петлю. Вытягиваем ее. Рабочую нить располагаем под петлей. Раскалываем столбик без накида. Захватываем петлю, вытягиваем ее и провязываем полустолбик. Второй ряд. Раскалываем галочку и провязываем столбик без накида. Раскалываем галочку и провязываем столбик без накида. Самостоятельно провязываем столбиками без накида до конца ряда. Завершаем ряд. Вытягиваем петлю. С изнаночной стороны вводим крючок под 2 петли начала ряда. Захватываем петлю. Вытягиваем ее. Рабочую нить располагаем под петлей. Раскалываем столбик без накида начала предыдущего ряда. Захватываем петлю. Вытягиваем ее. Подтягиваем рабочую нить и провязываем полустолбик. Третий ряд. Раскалываем галочку и провязываем столбик без накида. Следующую столбик без накида. Самостоятельно провязываем столбиками без накида до конца ряда. Завершаем ряд. Вытягиваем петлю. С изнаночной стороны вводим крючок под 2 петли начала ряда. Захватываем петлю. Вытягиваем ее. Рабочую нить располагаем под петлей. Раскалываем столбик без накида. Захватываем петлю. Вытягиваем ее. Подтягиваем рабочую нить и провязываем полустолбик. Таким способом провязываем еще 23 ряда. Итого у нас с вами должно получиться 26 рядов. Завершаем 26 ряд. Обрезаем нить. Полностью вытягиваем петлю. С изнаночной стороны вводим крючок под 2 петли начала ряда. Захватываем нить. Вытягиваем ее. Затем с изнаночной стороны вводим крючок под дужку, раскалывая косичку. Захватываем нить. Вытягиваем ее. Подтягиваем соединительную петлю. С изнаночной стороны прячем хвостик. Отмечаем маркерами 6 рядов. 3 полосы горчичного цвета у меня будут по кругу, другие 3 до клапана. Отсчитываем 3 ряда. Ставим маркер. 3 ряда, маркер, 3 ряда, маркер и так далее. Берем нить горчичного цвета,
Раскалываем галочку. Захватываем нить, оставляя хвостик. Вытягиваем ее. Хвостик придерживаем. Вводим крючок, раскалывая следующую галочку. Захватываем нить. Вытягиваем ее. И провязываем через петлю на крючке. Следующую галочку. Через петлю на крючке. Следующую галочку. Через петлю на крючке. Самостоятельно провязываем по кругу. Завершаем, обрезаем нить, полностью вытягиваем петлю. Вводим крючок под 2 петли начала ряда. Захватываем нить. Вытягиваем ее. С изнаночной стороны раскалываем косичку. Захватываем нить. Вытягиваем ее. Расправляем соединительную петлю. С изнаночной стороны прячем хвостики. Располагаем клапан ровно посередине сумки. Отмечаем маркерами ряды для начала и завершения обвязки. Вот как это выглядит. Находим точку начала обвязки. Раскалываем галочку. Оставляя хвостик. Захватываем нить. Вытягиваем ее. Раскалываем следующую галочку. Захватываем нить. Вытягиваем ее. И провязываем через петлю на крючке. Следующую галочку. Через петлю на крючке. Следующую галочку. Через петлю на крючке. Самостоятельно провязываем по кругу до маркера. Завершаем. Обрезаем нить. Полностью вытягиваем петлю. С изнаночной стороны раскалываем столбик без накида таким образом. Захватываем нить. Вытягиваем ее. С изнаночной стороны прячем все хвостики. Самостоятельно вяжем остальные полосы. Вот что у нас с вами должно получиться. Далее пришиваем клапан. Отмеряем нить длиной 50 см. Располагаем клапан ровно по центру и пришиваем его. С изнаночной стороны раскалываем косичку. Вытягиваем нить. Оставляя хвостик. Вводим иглу в отверстие клапана, раскалываем сумочку, вытягиваем нить, с изнаночной стороны раскалываем сумочку и отверстие клапана. Вытягиваем нить. Раскалываем следующее отверстие и сумочку. Вытягиваем нить. Самостоятельно соединяем дальше. При соединении не забывайте расправлять нить. С изнаночной стороны прячем все хвостики.
самостоятельно пришиваем магнитную кнопку. Сумочка Melanie готова. Я искренне надеюсь, что это видео понравилось вам и было для вас полезным. Обязательно подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм, чтобы не пропускать мои новые мастер-классы. Благодарю вас за просмотр и до встречи в новых видео!